Урок 1. Модные развлечения. Привет. Анна, вы видели новую летнюю коллекцию в магазине? Да, звучит интересно. Мне нравится следить за последними тенденциями. Знаю? Верно. Какие еще варианты летнего гардероба вы рассматриваете? Я подумываю о том, чтобы купить легкие платья, возможно, несколько маек. Они идеально подходят для теплой погоды. Какие цвета вы предпочитаете? Я предпочитаю яркие цвета, такие как коралловый и бирюзовый. Они такие яркие. Отличный выбор. Яркие цвета действительно выделяются летом. Задумывались ли вы об аксессуарах? Да, мне бы очень хотелось дополнить свои наряды эффектными серьгами и забавной шляпой. Это стильная идея. Шляпа действительно может дополнить летний образ. Именно так. И это также помогает защитить мою кожу от солнца. Определенно. Вы также можете попробовать шорты с сетчатыми вставками для создания спортивной атмосферы. Звучит круто. Они будут воздухопроницаемыми и идеально подходят для активного отдыха. Именно так. Кроме того, в них удобно проводить день или проводить время в непринужденной обстановке. Обожаю универсальную одежду. Приятно иметь вещи, которые можно одевать как вверх, так и вниз. Абсолютно. Благодаря сочетанию одежды одеваться очень весело. Да. Есть ли у вас любимые вещи в летнем гардеробе? У меня есть несколько легких рубашек на пуговицах, которые мне очень нравится носить. Это круто. Пуговицы так легко сочетать с шортами или чиносами. Верно. Они выглядят непринужденно, но в то же время собрано. Я согласен. Мне не терпится обновить свой летний гардероб в этом году. Я тоже. Это будет сезон, полный веселых нарядов и приключений. Урок 2. Пути роста. Привет, Анна. В последнее время я читаю о личностном развитии. Звучит интересно. Это действительно так. Здесь так много интересного. От внимательности до постановки целей. Именно так. Вы сами пробовали какие-либо методы личностного развития? Да, я начала вести дневник, чтобы размышлять о своих мыслях и чувствах. Это отличная практика. Как вам помогло ведение дневника? Это позволяет мне прояснить свои цели и отслеживать прогресс с течением времени. Это так полезно. Я слышал, что методы визуализации тоже могут быть мощными. Абсолютно. Визуализация ваших целей может мотивировать вас к их достижению. Вы когда-нибудь пробовали визуализацию? Да, я использовал его перед важными презентациями. Это повышает мою уверенность в себе. Понимаю, как это поможет. Какие еще методы вы считаете эффективными? Я также занимаюсь медитацией. Это помогает мне сосредоточиться и снять стресс. Это просто фантастика. Как долго вы медитируете каждый день? Я стараюсь не менее 10-15 минут, но иногда я иду дольше. Это хорошая привычка.
Мне стоит попробовать медитацию. Вам определенно стоит. Это может принести вам много ясности и спокойствия. Мне также было интересно читать книги по самопомощи. Какие-нибудь рекомендации? Да, 7 привычек высокоэффективных людей. Это классика. Я слышала об этом. Что вы сочли в ней самым ценным? Идея проявлять инициативу очень понравилась мне. Главное — проявить инициативу. Это важный урок. Удивительно, как личностное развитие может изменить нашу жизнь. Абсолютно. Это путь к обучению и росту на протяжении всей жизни. Мне не терпится начать свое путешествие и посмотреть, к чему оно меня приведет. Урок 3. Проектирование снов. Привет. Анна, вы слышали о новом жилищном проекте в нашем районе? Да, я читал, что арендаторы могут работать с собственным архитектором. Звучит потрясающе. Знаю. Верно. Здорово, что они прислушиваются к комментариям и идеям жителей. Определенно. Это делает жилое пространство более индивидуальным и уникальным. Как вы думаете, какие функции люди захотят включить в свои проекты? Бьюсь об заклад. Многие захотят использовать открытую планировку этажей, чтобы создать ощущение простора. Это популярный выбор. Открытые пространства также могут действительно улучшить естественное освещение. Да, и я думаю, что людям могут понадобиться экологичные устройства, такие как солнечные батареи. Отличное замечание. Устойчивое развитие становится все более важным для домовладельцев. Именно так. При проектировании новых пространств важно учитывать окружающую среду. Как вы думаете, архитектурные стили будут отличаться у разных арендаторов? Конечно, некоторые могут предпочесть современный дизайн, в то время как другие могут склониться к традиционным стилям. Это забег Бахарака району. Как насчет открытых пространств? Надеюсь, в них есть балконы или небольшие сады. Свежий воздух так освежает. Я согласен. Наличие небольшого количества зеленых насаждений действительно может улучшить качество жизни. Кроме того, это прекрасное место для общения с друзьями и семьей. Абсолютно. Необходим хороший баланс между частными и общественными пространствами. Мне не терпится увидеть, как будет развиваться этот проект. Звучит как фантастическая возможность. Я тоже. Будет интересно посмотреть, как все идеи будут объединены в окончательном дизайне. Урок 4. Искусные выражения. Привет. Анна, я только что смотрела на краски и альбомы для рисования. Мне всегда нужны свежие продукты. Отлично. Новые материалы могут дать толчок творчеству. Какие краски вы предпочитаете? Обожаю акварельные краски. Они такие яркие и легко сочетаются друг с другом. Акварели прекрасны. Они создают такие мягкие и мечтательные эффекты. Часто ли вы ими пользуетесь? Да, особенно для пейзажей.
Сочетание цветов просто волшебно. Звучит прекрасно. Мне нравятся акриловые краски за их смелость и быстрое высыхание. Акрил — это весело. Вы можете накладывать их слоями, чтобы создать глубину. Что ты любишь рисовать? Я часто рисую цветы и сцены природы. Они приносят мне мир и радость. Природа — отличное вдохновение. Вы когда-нибудь пробовали рисовать по фотографиям? Да, это полезно. Это позволяет вам запечатлеть детали, которые вы можете пропустить в реальной жизни. Абсолютно. Кроме того, это хороший способ попрактиковаться в разных техниках. Кстати, о техниках. Есть ли у вас любимая? Мне нравится использовать технику «мокрое по мокрому» с акварелью. Она создает прекрасные смеси. Звучит интересно. Мне нравится использовать мастихины с акриловыми красками для текстуры. Текстурные картины могут быть такими яркими. Вы когда-нибудь выставляли свои работы? В прошлом году я участвовал в местной художественной ярмарке. Было очень интересно поделиться своим творчеством. Как чудесно! Мне бы очень хотелось когда-нибудь увидеть твои работы. Спасибо. Я с удовольствием поделюсь с вами своим творчеством. А как же ты? Какие-нибудь выставки? Я еще не участвовал в выставке, но мечтаю однажды это сделать. Это фантастический гол. Продолжайте творить, и это произойдет. Я так и сделаю. Приятно слышать о вашем творческом пути. Урок 5. Кулинарные деликатесы. Привет, Анна. Вы бывали в этом новом ресторане в центре города? Я еще этого не сделала. Какую еду они подают? У них есть множество вариантов, включая гамбургеры, пасту и даже некоторые веганские блюда. Звучит очень вкусно. Мне нравится место, где можно отведать разные диетические предпочтения. Я тоже. Приятно, что есть варианты. У тебя есть любимый вид кухни. Мне очень нравится итальянская еда, особенно паста. Как насчет тебя? Я большой поклонник бургеров, особенно изысканных с уникальными начинками. Вкусно. Мне нравится, когда рестораны творчески подходят к выбору ингредиентов. Именно так. Однажды я ел бургер с авокадо и пряными халапеньо. Это было потрясающе. Звучит невероятно. Я видел, как в некоторых местах также предлагают пасту с необычными соусами. Да, однажды я попробовал сливочный соус песто, и это был восхитительный вариант традиционного песто. Вау! Это уникальная комбинация. Думаете, попробуйте приготовить его дома? Возможно, приготовление пищи дома может быть интересным способом поэкспериментировать со вкусами. Определенно. Кроме того, обычно полезнее контролировать количество ингредиентов. Верно. И это может стать отличным способом общения с друзьями или семьей при совместном приготовлении еды. Да, готовить вместе — это всегда хорошее время. У вас есть какие-нибудь популярные рецепты?
Мне нравится готовить домашние гамбургеры. Все просто, и каждый может настроить его по-своему. Звучит забавно. Мне нравится готовить блюда из пасты, потому что они очень универсальны. Паста отлично подходит для этого. Вы можете легко менять соус или добавлять разные овощи. Именно так. И оно идеально подходит для любого случая, будь то ужин в непринужденной обстановке или необычная вечеринка. Я согласен. Еда действительно объединяет людей, не так ли? Это действительно так. Мне не терпится заглянуть в этот ресторан и попробовать новые блюда. То же самое и здесь. Изучение новых вкусов– это всегда приключение. Урок 6. Налаживание связей между культурами. Привет, Анна. Я читала о том, как культуры могут влиять на желание людей помогать другим. Это интересная тема. Похоже, что некоторые культуры менее склонны помогать людям, не входящим в их собственные группы. Именно так. Удивительно, как социальные нормы формируют наше поведение по отношению к другим. Как вы думаете, что вызывает эту склонность? Я считаю, что отчасти это связано с чувством общности. Люди часто уделяют приоритетное внимание потребностям своей группы. В этом есть смысл. Но это также может привести к недопониманию между разными культурами, верно? Абсолютно. Когда люди не понимают друг друга, это может создать барьеры. Я думаю, что важно развивать сочувствие и взаимопонимание между культурами. Да, программы, поощряющие межкультурное взаимодействие, могут помочь преодолеть эти барьеры. Участвовали ли вы когда-нибудь в программах культурного обмена? Я это сделала один раз. Знакомство с различными традициями и перспективами открыло мне глаза. Звучит обогащающе. Мне бы очень хотелось поучаствовать в культурном обмене. Что вам понравилось больше всего? Лучше всего было встретиться с людьми и услышать их истории. Это изменило мой взгляд на многие вещи. Могу себе представить. Личные истории часто находят большее значение, чем факты или статистика. Именно так. Именно эти связи действительно способствуют взаимопониманию. Как привлечь больше людей к взаимодействию с другими культурами? Проведение культурных фестивалей или общественных мероприятий может стать отличным началом. Это прекрасная идея. Еда, музыка и искусство действительно могут объединить людей. Определенно, это интересный способ отпраздновать разнообразие и учиться друг у друга. Надеюсь, что больше сообществ воспользуются этими возможностями для общения. Я тоже. Наведение мостов между культурами необходимо для гармоничного общества. Урок 7. Приготовьтесь к приключениям. Привет, Анна. Скоро я планирую поход, и мне нужно немного снаряжения. Звучит захватывающе. Что вам нужно купить? Думаю, мне стоит начать с приобретения надежного рюкзака. Он необходим для перевозки припасов. Абсолютно. Хороший рюкзак имеет огромное значение. Какие функции вы ищете?
Мне нужно что-то прочное, в котором хватит места для воды и закусок. Как насчет тебя? Я предпочитаю рюкзак с дополнительными отделениями для организации. Это помогает мне быстро находить вещи. Это умная идея. Я запомню это. Как насчет походных ботинок? А, они очень важны. Прочные походные ботинки предотвращают образование волдырей и обеспечивают поддержку. Именно так. Я слышал, что хорошее сцепление тоже важно. У вас есть бренд, который вы рекомендуете? У меня был отличный опыт работы с брендом под названием Merrell. Их ботинки удобны и долговечны. Я их проверю. Мне также нужна подходящая одежда для поездки. Наслоение — ключ к успеху. Вы должны использовать влагоотводящие ткани, чтобы они оставались сухими. Отличный совет. Я тоже поищу легкие куртки на случай, если станет холодно. Да, и не забудьте про хорошую шляпу и солнцезащитный крем. Защищать себя от солнца очень важно. Абсолютно. Безопасность – приоритет. Как насчет закусок? Какие-нибудь рекомендации? Trail Mix — это классика. Он полон энергии и удобен в переноске. Обожаю Trail Mix. Возможно. Я также принесу протеиновые батончики для дополнительного заряда бодрости. Похоже, это идеальный план. Задумывались ли вы о том, сколько продлится поход? Я планирую отправиться в поход на целый день, поэтому хочу хорошо подготовиться. Умное мышление. С подходящим снаряжением вы получите потрясающие впечатления. Не могу дождаться. Спасибо за все полезные предложения, Анна. Урок 8. Планы игрового времени. Привет. Анна, ты думала о нашем игровом вечере? Привет, Джон. Да. Не могу дождаться, когда смогу сыграть. Какие игры ты имеешь в виду? Как насчет настольных игр? У меня есть новая игра под названием Kitten. Я слышала об этом. Звучит забавно. Можете ли вы объяснить, как это работает? Конечно, вы собираете ресурсы для строительства дорог и поселений. Побеждает тот, кто первым наберет определенное количество очков. Звучит захватывающе. Можем ли мы также играть в карточные игры? Мне они тоже нравятся. Абсолютно. Мы могли бы сыграть Uno или даже попробовать Евплодин Kittens. Я уже играл в «Взрывающиеся котята». Это забавно. У вас есть закуски на ночь. Я думала о попкорне и конфетах. Чем ты любишь перекусить? Обожаю чипсы. Возможно, мы можем смешать их с попкорном для чего-то другого. Отличная идея. А как же напитки? Вы предпочитаете газировку или что-то полезное для здоровья? Обычно я выбираю лимонад. Он освежающий и не слишком сладкий. Отлично. Тогда я выпью лимонада. Должны ли мы пригласить больше друзей? Да, чем больше, тем веселее. Как вы думаете, кому стоит присоединиться к нам? Как насчет Сары и Майка?
Они всегда заряжают энергией наши игровые вечера. Отличный выбор. Я напишу им и посмотрю, смогут ли они прийти. Потрясающе! Я с нетерпением жду этого. Это будет круто. Урок 9. Вкус путешествия. Привет, Анна. Я только что говорила с Томом. На прошлой неделе он был в Париже. В самом деле, звучит потрясающе. Понравилось ли ему путешествие? Да, он сказал, что ему очень понравилось, особенно еда во Франции. Французская кухня знаменита. Что он попробовал? Он упомянул, что каждое утро ел круассаны на завтрак. Вкусно. Свежие круассаны – лучшие. У него были другие блюда. Он попробовал улитки и сказал, что они удивительно вкусные. Улиток. Это смелый выбор. Мне это всегда было интересно. Он сказал, что чесночно-масляный соус сделал его невероятным на вкус. Звучит заманчиво. Он посещал какие-нибудь известные рестораны. Да, он побывал в местечке под названием Ле Мерис. Он был в восторге от их десертов. Могу себе представить, какими изысканными они должны быть. Что за десерты? Он съел шоколадное суфле, которое, по его словам, было лучшим из всех, что он когда-либо пробовал. Шоколадное суфле. Теперь я хочу это попробовать. Он привез что-нибудь из Франции. Он принес мне банку французской горчицы. Не могу дождаться, когда смогу ее попробовать. Это задумчиво. Я слышал, что французская горчица очень ароматная. Мне не терпится попробовать его с домашними сэндвичами. Звучит отлично. Я люблю экспериментировать с разными вкусами в своей кулинарии. То же самое и здесь. Еда действительно связывает нас с разными культурами. Не так ли? Урок 10. Золотое приключение. Привет. Анна, вы слышали об охоте Джейн за сокровищами? Привет, Джон. Нет, у меня нет. Что произошло? Она нашла в поле большой горшок с золотом. Представляете? Звучит невероятно. Как она вообще его нашла? Очевидно, она проигнорировала совет Билла и просто последовала своим инстинктам. Иногда игнорирование других может привести к великим открытиям. Что она сделала дальше? Она отправилась на другую сторону поля, преисполненной решимости забрать свое сокровище. Это смело. Были ли у нее при себе специальные инструменты? Да, у нее была карта и небольшая лопата, чтобы выкопать ее. Карта. Она была старой или что-то, что она сделала сама? Это была старая карта, переданная ей дедом. Это придает истории приятную нотку. Она отпраздновала это событие, найдя золото. Абсолютно. Она пригласила своих друзей на небольшую вечеринку. Как весело! Они сделали что-то особенное, чтобы отпраздновать это событие. Они жарили зефир и делились историями у костра.
Звучит восхитительно. Мне нравятся истории у костра. О чем они говорили? Они вспоминали о своих детских приключениях и мечтах о будущем. Эти разговоры всегда значимы. Джейн поделилась своими планами на золото. Она упомянула, что хочет сэкономить часть, а остальное использовать для кругосветного путешествия. Какая фантастическая идея! Путешествия могут стать отличным способом познакомиться с новыми культурами. Именно так. И теперь у нее есть средства, чтобы это осуществить. Урок 11. Забота и ответственность. Привет, Анна. Я слышала, что ты устроилась на новую работу. Привет, Джон, да. Сейчас я присматриваю за чужими детьми. Похоже, это полезная работа. Как дела до сих пор? Это было просто великолепно. Дети энергичны и полны воображения. Могу тебе представить, чем вы занимаетесь с ними? Мы занимаемся декоративно-прикладным искусством, играем в игры и иногда ходим в парк. Звучит забавно. У тебя есть любимая игра с ними. Мне нравится играть в прятки. У них есть такие креативные укрытия. Наверное, это отличный способ наладить с ними связь. О скольких детях вы заботитесь? Я ухаживаю за 3 детьми, и все они уникальны. Это интересно. Есть ли у вас с ними проблемы? Да, иногда они ссорятся из-за игрушек, но мы всегда находим способ решить эту проблему. Разрешение конфликтов важно. Кстати, об ответственности. Как дела у Луизы в доме? А, у нее все хорошо. Она держит все в порядке и порядке. Отлично. Ей нравится заниматься домашними делами. Она знает. Ей доставляет удовольствие держать все в порядке. Удивительно, как командная работа может облегчить жизнь. Вы помогаете друг другу. Определенно. Я помогаю готовить, а она занимается уборкой. Это идеальный баланс. Есть ли у вас любимые блюда, которые вы готовите вместе? Мы любим готовить пасту. Готовить весело и вкусно. Вкусно. Домашняя паста лучшая. Какой соус вы обычно готовите? Мы часто делаем соус из свежих помидоров с базиликом. Он такой ароматный. Звучит восхитительно. Кулинария может быть прекрасным способом сблизиться. Верно. Урок 12. Тени истории. Привет. Анна, вы читали об истории Австралии и ее происхождении. Привет, Джон, да. Удивительно, как все началось с исправительной колонии. Именно так. К середине XIX века многие обычные преступники и политические заключенные были высланы из Британии. Мне это так интригует. Какой была им там жизнь? Было тяжело. Чтобы выжить, им приходилось много работать, строить дороги и фермы. Наверное,
Это было непросто. Получал ли они когда-нибудь шанс на свободу? Да, некоторым были выданы отпускные билеты, позволяющие им работать на себя. Это интересно. Интересно, как они относились к тому, чтобы начать все сначала на новой земле. Многие увидели в этом возможность, в то время как другие упустили свои дома в Британии. Я могу себе представить эту смесь эмоций. Кто-нибудь из них решил остаться навсегда. Абсолютно. Со временем некоторые решили обосноваться и создать семьи в Австралии. Это замечательно. Наверное, это существенно повлияло на местную культуру. Так и получилось. Сочетание культур заключенных и свободных поселенцев создало уникальное общество. Мне нравится, как история влияет на современную культуру. Есть ли памятники, посвященные этой истории? Да, их несколько, например, казармы Гайд-парка в Сиднее. Мне бы очень хотелось посетить это место. Здесь, должно быть, рассказывается так много историй о той эпохе. Это действительно так. Кроме того, есть выставки, на которых представлены артефакты того времени. Звучит завораживающе. Мне нравится изучать историю с помощью материальных предметов. То же самое и здесь. Это делает прошлое более реальным и понятным. Урок 13. Решения и дилеммы. Привет, Анна. Я размышляю о том, как мы часто ставим перед собой слишком упрощенные решения. Это интересная мысль. Как будто мы столкнулись с сложной антитезой, не так ли? Именно так. Как будто мы вынуждены выбирать между двумя крайностями, когда вариантов больше. Да, из-за этой фиктивной дилеммы процесс принятия решений может казаться слишком сложным и ограничивающим. Это действительно так. Вы когда-нибудь чувствовали себя в ловушке такой ситуации? Абсолютно. Иногда мне приходится выбирать между стабильной работой и увлечением своим делом. Это классический пример. А что, если есть золотая середина, где можно сделать и то, и другое? Отличное замечание. Возможно, я мог бы заняться побочным проектом, сохранив свою работу. Определенно. Все дело в том, чтобы найти баланс и создать свой собственный путь. Верно. Важно помнить, что жизнь не всегда черно-белая. Именно так. Есть оттенки серого, которые могут привести к правильному выбору. Сталкивались ли вы с другими ложными дилеммами в своей жизни? Да, я часто вижу, как люди думают, что им нужно выбирать между финансовой безопасностью и счастьем. Это так. Но можно найти карьеру, которая обеспечит и то, и другое. Именно так. Все дело в том, чтобы привести ваши ценности в соответствие с вашими целями. Думаю, главное — быть открытым и изучать различные возможности. Абсолютно. Чем больше вариантов мы рассмотрим, тем лучше будет наш выбор. И мы можем многому научиться, исследуя разные пути и точки зрения. Да, умение преодолевать сложности может обогатить жизненный опыт. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.